Чего не хватает на этой картине? Начнем с добычи ископаемых. Занятное определение для опустошения планеты. Выглядит это так. Мы рубим деревья, взрываем горы ради содержащихся в них металлов, потребляем всю воду и истребляем животных. У нас заканчиваются ресурсы. Да, это неприятно слышать, но это правда, так что нужно что-то делать. Только за последние 30 лет треть природных ресурсов планеты была израсходована, уничтожена. Мы рубим, копаем и опустошаем так быстро, что лишаем людей самой возможности продолжать здесь жить. Не желай, не потребляй, не нуждайся, не влияй, не вреди. 5% населения Земли использует 30% мировых ресурсов. Если бы все страны потребляли со скоростью США, нам понадобилось бы от 3 до 5 таких планет. Но знаете что? Она у нас только одна. Блин. Живешь в этом? Серьезно? У курицы есть имя? Курица. Курица? Курица. А где вещи? Избавился. Оставил 100 самых необходимых. Интересно, каких же? Одна рубашка, одна миска, вилка, спальный мешок, курица. И эту шляпу? Ну, оружие-то ты оставил? Господи, Ольда. Когда у тебя в последний раз были гости? 3 года назад. У тебя есть друзья? Курица. О, круто. А это что за хрень? Я купил эту землю у скульптора. Ясно, и слон тебе чем-то дорог. Да? Помнишь, когда мы с тобой якобы расстались? Мы столкнулись у музея в Уилшире, я была на свидании. И я кинула парня, и мы пошли в твой фургон на парковке. И это было возле Битумных озер, рядом с мамонтами. Хорошо. Во-первых, это не мамонт, а просто слон. А во-вторых, ты думаешь, что я купил эту землю из-за сексуального воспоминания, навеянного скульптурой? К которой ты меня привел, едва лишь я приехала. Без приглашения. Я здесь по делу. Алистер Пинч, актер. Убил свою жену. Может, да, а может и нет. Даже он не знает, он напился до отключки. Компании он нужен, так что они наняли ему адвоката. Значит, он убил. Это значит большие деньги. Им нужен детектив. Это мой билет в высшую лигу. И если я приведу им знаменитого Чарли Вальда,
Давай. Ты же их знаешь. Им лишь бы было громкое имя. Я уволился. Я вижу. Из полиции. Я согласна на 20%. Что я буду делать с деньгами? Купишь себе 100 вещей получше. Ты думаешь, мне этого не хватает? Конечно. Я пас. Лайдел был давным-давно. Ларина, Ты не обязан так жить, не нужно наказывать это себя. ты не обязана жить так. Ты ждешь, что я буду извиняться? Эй! Я росла в нищете, без солнечных панелей. Хорошо. Ну, позволь вернуть тебя в реальный мир. На пару недель. Повеселимся. Не могу. Ладно, попытка не пытка. Обнять хоть можно? Ты от меня прятался. Я прятался от всех. Знаю. А пахнешь ты неплохо. Нельзя прятаться вечно. Да? Почему? Потому же, почему мы с тобой вечно сходимся. Незавершенные дела преследуют. Большие проблемы у знаменитого актера Алистера Пинча. Полиция Лос-Анджелеса продолжает расследование убийства его жены Моники Пинч, совершенного 2 недели назад. В настоящий момент следователи считают актера главным подозреваемым. Боже, Вальдо. Нельзя так делать. Вызови копов. Ларина Насименто была здесь пару дней назад, да? Правда? Нужно проверить журнал посещений. Кончай дурить. Она пыталась нанять тебя на дело Пинча. Тупой ублюдок меньше из ее проблем. Она говорила про Дона Кью? Это ведущий телеигры? Скорее, ведущий барыга. В сфере развлекательной фарм-индустрии. Она у него на зарплате. Звучит как полный бред. Да, но это не бред. Тачку ее видал? Откуда такие деньги? А откуда у многодетного копа деньги на корвет? Ха-ха-ха. Ты обронил. Твою мать. Короче, она забрала кое-что у Дона Кью. Не самый полезный для здоровья выбор. Я думаю, сюда она приехала, чтобы оставить тебе. Что оставить? Будь ты умным, отдал бы мне. Я не знаю, о чем речь. Я ничего не видел. Последнее, что она делала на компьютере, был поиск этой дыры на карте. Последний ее звонок был из Айдел Уайлда. В смысле последний? Она в списке пропавших? Хрена с два. Кто будет заяву писать? Что, чего ты так смотришь? О, боже. Ларина, 27 пропущенных вызовов. Господи. Это Ларина. Можете оставить сообщение, но если хотите, чтобы я перезвонила, вам придется меня заинтересовать. Чёртова Ларина.
Ладно. Врежь ему. Врежь ему, чувак, врежь ему. Сейчас он сгреет этот белый зад. Давай, врежь еще. Стой, стой, стой! Начинается, врежь ему. В чем проблема, народ? Давайте договоримся. Все уже. Это сумочка? Это Bottega, придурок. Вот, блин! Ты его двинул, чувак. Йоу, да! Давай, здоровяк, иди сюда, отдохни. Дам, видал, это сковородка. Да, постой там. Ну все. Что вам нужно, придурки? Расслабься, чувак. Нам нужно, чтобы ты сидел на этой вонючей горе и не совался к Алистеру Пинчу. Да, точняк. Иначе тебя снова навестит наша банда, говнючила. Что? Чё это с ним? Помоги. Давай. Чувак, ты чё? Помогай ему встать. Какого хрена ты делаешь? Не хочу вас расстраивать, но у меня нет дел с Алистером Пинчем. Не звезди! Ты работаешь на телесеть. Сейчас я покажу тебе. Бум! Вверх ногами, болван. Бывший коп присоединяется к команде Пинча. видал? Вновь всплывает дело Лайдела Липса. Какого хрена? Выруби его, брат, давай. Не вздумай соваться в Лос-Анджелес, сучок. Вальдо. В главных ролях Чарли Ханом, Морена Бакарин, Люси Фрай, Клифф Методмен Смит, Джейкоб Скипио, Клэнси Браун, Доминик Монаган, Робин Гивенс, Руперт Френд, а также Мел Гибсон, Дэвид Паскуэзи и Пол Бен Виктор. Композитор Питер Нашел. Это Ларина. Можете оставить сообщение, но если хотите, чтобы я перезвонила, вам придется меня заинтересовать. Голосовая почта заполнена и больше не принимает новых сообщений. Оператор Лайл Винсент. Продюсеры Эндрю Лазер, Кристина Вайс-Лури, Стивен Шейнберг и Брэд Фейнстейн. По роману Говарда Майкла Гулда. Автор сценария Говард Майкл Гулд. Режиссер Тим Киркби. Скамья подсудимых. Мистер Вальдо, Уилсон Сикорский, глава компании. Садитесь. Это Фантелло Дэвис, адвокат Алистера Пинча. Безумно приятно. Стоп, минуту. Нет, я не дам ему 40, я дам 25, и он должен мне зад целовать. Его же не зовут. Еще 2 года, и он будет играть снежного человека на Discovery. Эй! Почему вы всем сказали, что я работаю на вашу компанию? Мистер Вальдо, нанимая звезду, ты не прячешь ее, а кричишь об этом на весь мир. Вы были самым молодым капитаном полиции, верно? Точнее, детективом. Да, ну почти. Начнете прямо сейчас. Хотя Ларина Насимента так и недоступна. Она пропала. Когда вы с ней говорили? Нет. Хрена с 2. Вот и делайте свою работу. Она в точности, как ее мать. У вас есть дети, мистер Вальдо? Нет. Я дам вам мой номер. В офис не звоните, мой новый ассистент дебил. Сразу мне, я должен это уладить. Может, вы не в курсе, но нас ждет поглощение. И вечером мы идем на НСН. Надеюсь, вы найдете дорогу в барбершоп. Эй, народ! Дело в том, что я сказал Ларине, что не возьмусь. Простите.
То есть я тону, а вы топите меня еще больше? Нужно еще денег, пусть ваши люди мне позвонят. Теперь все вдвое дороже, чем прежде. И это убийство творит чудеса с рейтингами. 6 лимонов за эпизод, но мне нужно где-то под 100 эпизодов, а у меня только 57. Мне нужно еще 2 года. Осторожно, кабель. Алистер Пинч нужен мне здоровым и не в камере смертников. Я не могу это взять. У меня всего 100 вещей, а с визиткой будет 101, понимаете? Не совсем. Ну, все сложно. Наймем другого детектива. Да, мы хотели отвлечь их внимание, но это бросьте. Я тоже ваш фанат. Настоящего детектива, который знает, как работать, а не сбитого Слушайте, летчика, который... Тихо, тихо. Я приехал попросить выпустить пресс-релиз о том, что я ни при чем, что я отказался. Выпустите? Это крутейшая работа, все о ней мечтают. Сделаем так. Я представлю вас Алистеру и заплачу за день, даже если откажетесь. Извините. Привет. Нет, я сейчас на студии. Да. Сколько запросила Ларина? 1000 в день плюс расходы. 2000 и не мне. Пожертвование в Сьерра Клаб в память о Лайделе Липсе. Идет? Жаль, ваши дети это пропустят. Вас ждет встреча с долбанной легендой. Мы со Стиви отдыхали в моем особняке. Я пил Абсолют. И после нескольких стопок я решил, что это идеальный вечер, чтобы научить Стиви Вандера водить машину. И что будет увлекательно? Позволить ему рассекать по лужайке, пока я снаружи машины пытаюсь увернуться от него. мы готовы снимать, мистер Пинч. Спасибо, Шерил. На вот. Короче, я решил дать Стиви отличный шанс, так что я спустил штаны до лодыжек, Стиви поддал газу, и следующие 2 недели я попивал кларет в палате номер 2. Где моя расческа для усов? Последний прогон! Скажите, как будем готовы. Грация Панни. О! Поддерживаю. Он что, набрался? Да бросьте. Наблюдать за его работой такая привилегия. У него куча наград под кроватью. Величайший актер со времен Брандо. Я ставлю его по средам после Джессики Билл. Обожаю. Камера, мотор. И... начали! Вот вам история. Из тех времен, когда я был еще сопляком. Мой дедушка, Рэймонд Форбишоу, тоже был правоведом в семейном суде. Он сажал меня себе на колено и говорил: «Джонни, работа судьи – это 99 дней из 100 быть просто статуей правосудия с завязанными глазами. 99 дней из 100 делай это, и правосудие в своем благоразумии найдет свой путь. Но, Джонни, – говорил он, – однажды на 100-й день великий судья поймет, что сам должен быть правосудием. Я не столь нагл, чтобы считать себя великим судьей, но я точно знаю, что, находясь здесь, я помню слова своего деда. И поэтому я выношу именно такой вердикт и признаю подсудимого виновным». Снято! Вау! Алистер, это было шикарно. Шикарно? Это было гениально. Никому это не превзойти. Что ж, увидимся завтра. Вы меня услышали? Он должен был сказать невиновным, а сказал виновным. Чтоб меня. Лучше рак задницы, чем это. Сожалею. Алистер! Да. Боже, неприятно это говорить, но нужен еще один дубль. Последняя строка невиновным. А я что сказал? Виновным. Да не звезди. Да, он этого не говорил, конечно, но правда, давайте Я еще знаю, дубличек. что я говорю, милая. Да, давайте проверим. Вы не могли так сказать. Мы можем просмотреть запись? Ты. Запись, пожалуйста. Ты чего лыбишься, а? Что? Я ничего. Думаешь, мне легко нести на своих плечах все это дерьмо неделю за неделей? И когда уроды вроде тебя только и ждут, что я облажаюсь. Ты давно тут работаешь? Первую неделю? Ну, первую неделю. Это его первая неделя, народ. Сучонок ты гребаная! Твою ж... Будет тебе урок. Порядок? Порядок. Еще дубль, вперед! Еще дубль, снимаем! Тишина! И часто такое? Бывает после обеда. Мы сажаем туда каскадера, доплачиваем ему. Не говорите Алистеру.
Готовы? Начали. Я признаю обвиняемого невиновным. Снят! Нет. Мне не впервой срывать аплодисменты. Антре. Невиновен! А сам барин спустился в трущобы к своим вассалам. Чему обязан честью? Я хочу представить тебе Чарли Вальдо. Того самого детектива. Был шишкой в полиции. А, падший ангел, вы его наняли. Я же обещал, я бы последнюю рубашку отдал, ты же знаешь. Я бы предпочел твои часы. Вы видели его часы? Они стоят больше, чем мой дом. Кудоки Скелетон. Делаю 35 штук в год. Возможно, я пришлю тебе одни в подарок. Скрепим уговор кровью. Скрипим кровью, говорит. На сегодня я все, детектив. У вас есть планы, где вы живете? Айдил Уайлд. Я здесь на 1 день. Детали, он просто... Я не соглашался брать это дело. Пойду подыщу отель. Вздор. Остановитесь у меня. Отличная идея. Прямо на месте преступления. Не против переночевать в окружении желтой ленты? Вот он дает. Ну же, Вальдо, ничего страшного в этом нет. Ларина объявится через пару дней, и вы вернетесь в свой лес. А глядишь, восстановите свою репутацию. Я шучу. Не желаете смочить горло, детектив? Нет, спасибо. Я порицаю питье в одиночку, так что буду двойной. Она гордилась этой комнатой. Будем, милая. Фото размещали в журнале Town and что-то там. Можете рассказать мне о том утре? Хорошо. Еще один раз. Была суббота. Я проснулся или очнулся в кабинете, где-то полмили в ту сторону. Я понял, что совершенно не помню предыдущую ночь. Я пришел сюда и обнаружил мою милую Монику. Я побежал на кухню, набрал 911. Там была разбитая ваза. В общем, когда приехали врачи, сказали, что она мертва. Причем уже какое-то время. У кого еще есть ключи? Только у Розарио. Это наша няня. Но она была в Венесуэле, навещала семью. Няня? В доме есть дети? Да, у нас одна дочь, Габи. Она, конечно, вряд ли убийца, но если хотите выбить из нее признание, она скоро вернется из садика. Вы слишком словоохотливы. Виноват. Милая Габи об этом даже не знает, конечно же. Все абсолютно уверены, что я убил свою жену, а я не могу утверждать, что это не так. Если знаете того, кто справлялся бы с большим энтузиазмом, познакомьте нас, и я пожму ему руку. Вы не думали перестать пить? Постоянно. Но сейчас для этого не самая лучшая неделя. Принцесса Озма, откуда ты взялась? Спеть тебе песенку, которую щенок научил нас сегодня. Щенок? Конечно, спой. Чисть зубки утром и на ночь их чисть. Смотри, не забудь про зубную ты нить. Я щедро кормлю их пастой зубной, чтоб в старости зубки все были со мной. Ты знаешь Да, знаю. его? Габи, познакомься с моим другом. Мистер Вальдо. Какой он страшный, он похож на льва. Да, но он дружелюбный. Идем, Габи, проведем вместе время перед сном. Ух ты, маленькая разбойница. Да, вы еще так и не решились взяться за дело? Что скажете, вернетесь на свою гору и оставите меня на волю судьбы? Или задержитесь, чтобы убедиться, что хоть в этот раз полиция все сделает правильно? Чем бы это правильно ни было. Папуля, можно мистер Лев поедет завтра с нами в школу? Можно, пожалуйста, пожалуйста.
Вас устроит? Великолепно. Ты победила, я в Лос-Анджелесе. А теперь возьми трубку и позвони мне. Чёртова Ларина. Таун энд Хэмлет. Самые красивые особняки. Скамья подсудимых. Виновен. В главной роли Алистер Пинч. И весь этот медиацирк закончить. Ой, да бросьте, вы живете ради этого медиацирка. Обвинение может быть предъявлено уже завтра, верно? Нам не сообщали. LA Times, ссылаясь на источник в полиции, говорит, что на месте убийства не было найдено никаких неопознанных отпечатков. О чем это вам говорит? О том, что реальный убийца знал, что делает. Вы обещали нам Чарли Уальдо, который вел дело Лайдела Липса. Почему он не с вами? Чарли Вальдо сейчас занят расследованием. Добро пожаловать в детский сад для богатых и знаменитых. Гэби, мистер Лев пообщается с твоей учительницей, но сперва припаркуем этого зверя. Не жди нас. Разбойница. А у тебя какой сейчас? Одна кожа до кости. Я бы слона съел. Увы, бедный Йорик, я знал его, моя милая Гэби. Бесконечного остроумия, превосходной фантазии. Он 1000 раз носил меня на спине, а теперь мне даже отвратительно это представить. При одной мысли к горлу подступает лишь тень от прежнего себя. У меня урчит в животе. Умираю с голоду. У тебя есть что-нибудь на обед? Кусок свининки, сэндвич с ветчиной? Нет? Тебе это уже не поможет. Боюсь, ты мертв. Мертв? Трагично. И правда трагично. Где теперь твои шутки, дурачество и песни? Вспышки веселья, повергавшие весь столб хохота. Ничего не осталось, чтобы посмеяться над собственной ужинкой. Да, спасибо, спасибо. Это было смешно, папуль. Эта речь всегда всех сражает. Идем на качели. Полагаю, мистер Лев хочет спросить у мисс Уайт, хорошо ли папочка играл с другими детьми. Пошли. Идем на качели. Побежали на качели. Меня зовут Вальдо. Детектив. Работаю на Алистера. Джейн, у меня сердце болит за Гэби. Мистер Пинч, конечно, пытается ее приободрить. А миссис Пинч хорошим была родителем. Миссис Пинч? Мы просим детей учить дома стихи. Я спрашиваю, чьи мамы и папы тоже могут их рассказать. Чаще всего родители не могут, но могут няни и на 2 языках. А что насчет Пинчей? Миссис Пинч их не знала, а мистер Пинч всегда знал. Это необычно. Ее смерть, должно быть, всех здесь шокировала. Меня нет. Доброе утро, детки. Так, занимайте места, доставайте кроликов и начнем с того, что напишем сзади свои имена. Возьмите маркеры. Мисс Уайт, нам придется еще поговорить. Ладно. Все принесли вчерашних зайчиков? Да, мисс Уайт. Приходите вечером, и мы поговорим. Ну что ж, все написали свои имена? Да, мисс Уайт.
Дома вы тоже встаете в обуви на стул? Я живу в трейлере с курицей. А что с этой вазой? С вазой. Так, ну-ка. А, да, ну... Именно ей и убили Монику. Она из керамики? Глиняная. Хорошая ваза, я скучаю. А что насчет стола? Здесь другой. Моника меняла мебель. Ни одной комнаты и не была полностью довольна. А это скульптура? Лодка? Скульптура. Я не... Это. Сейчас. А, понятно. Это премия Риджес за Ричарда Третьего. Вы убрали ее? Я вообще не очень люблю актерские призы. Моника выставила ее из сентиментальных соображений. На этом спектакле мы познакомились. Да? Наверное, она там, где Моника хранила другие мои Риджес и мои призы зрительских симпатий. Доброй ночи, милый принц. Пусть стаи ангелов хранят ваш покой. Вот вам и учительница в садике. Это я еще коктейли в себя не влила. Почему вас не шокировала смерть Моники Пинч? Хорошо. Мистер Вальдо, я должна признаться. Ладно. Я следила за всеми новостями самого убийства. Я знала, кто вы, когда увидела вас в своем классе. Понимаю. Кто такой Лайдел Липс? Все говорят про Лайдела Липса. Я вижу, когда меня сбивают с толку. Вы забиваете мой радар. Может, ваш радар заржавел? Да, возможно. Пожалуйста. Спасибо. За виски и прическу. Давненько. Ну, если хотите, расскажу. «11 лет назад произошло ограбление в мини-маркете. Продавщица и двое покупателей были застрелены. Я взял парня по имени Донни Липс. Прижал его крепко. Сработало. Он сказал, что ждал в машине снаружи. И в обмен на сделку сдаст мне стрелка. Оказалось, это был Лайдел, его брат. Взяли, посадили. Карьера идет в гору, меня просто разрывают амбиции. Все отлично. Проходит несколько лет. Лайдел готовится к УДО. Обвинение просит помочь подготовиться к слушанию. Я еду навестить брата, который сам уже в тюрьме, 3 привода за другие дела. Только теперь он говорит мне, что первоначальная история вранье. Но он все выдумал, чтобы я от него отстал. То есть, к тому времени Лайдел провел в тюрьме... 7 лет
3 месяца и 16 дней. А дальше я узнаю, что вытащить невиновного из тюрьмы намного сложнее, чем посадить виновного. Система не способна исправлять ошибки. И некоторые люди тоже. Но я не сдавался. Я все давил, и делал все, что только мог. Это продолжалось год. И тут Лайдела зарезали. В тюремной драке. Он истек кровью. Проведя в тюрьме каждый день своей взрослой жизни за то, чего не совершал. А я на этом построил карьеру. Когда закончились люди, готовые слушать, то есть через полгода, я ушел и начал общаться с теми, у кого был микрофон. Боже, должно быть, вы сожгли немало мостов. По всей грёбаной реке. Вы так и не сказали. Что? Почему вас не шокировала смерть миссис Пинч? Ну, конечно же, шокировала. Как тут можно быть спокойным? Не понимаю. Вальдо. Не видите, когда девушка хочет с вами выпить? Я сказала выпить. 3 года в лесу. И вы ни с кем не были все это время? Нет. Это возбуждает, Вальдо. You're my kill of the Алистер. Да. Вас арестуют. Это новостные вертолеты. Они устроят из этого шоу. Наденьте что-нибудь. Не глупите, все будут в восторге от моей одежды. Короче, если можно Ваку Джаку, то мне и подавно. Прекрасно. Почисть зубы. Блин. Здрасте. Алистер Пинч, вы арестованы за убийство вашей жены. Брось, Пит, неужели это обязательно? Пусть придет в участок и сдастся. Руки за спину. Правда? Наручники? Сделай одолжение по старой дружбе. Иди в жопу по дружбе, из-за тебя мы выглядим как куклус-клановцы. Скажи своему дому пока, Оливье. Больше его не увидишь. Папочка? Папа едет на ночевку к друзьям. Все. Будь умницей, до завтра. Пошли. Отпустят под залог. 20 миллионов. Ну, конечно, мы внесем залог. Всего 20. Нужно Страховка поговорить. покроет. Секунду. В общем, разговор окончен. Да. Мой источник в полиции сказал, что шоу устроили из-за него. От него нужно избавиться. Слушайте, я буду только рад, чтобы из-за меня не было хуже. Хуже? Вы делаете лучше. Фантелла, который час? А то у меня там Чарли Шин в кабинете. Как он делает лучше? Чем больше засранцы копы, тем больше сочувствия герою. Выше нос. Всем мил не будешь. Да-да, уже бегу. Козел.
Господи, Вальдо. О, боже. Мы с тобой больше не знакомы. Ты токсичен. Я тоже рад, Фредди. В отделе был? Там человек 20 мечтают выбить мне зубы. 20? Сотня? 20? Хотят их отстрелить. Мне нужен протокол вскрытия Моники Пинч. Все слайды и фотографии. Желаю удачи. Дело в суде, защита их получит, но ты можешь отдать их мне или Фантели Дэвис, которая столь же приятна в жизни, как и по телеку, и она не доставала тебе контрамарки, не лгала твоей жене, чтобы прикрыть тебя. Чарли, мать твою, Вальдо. Господи. Давай, Фредди, что ты думаешь? Кровоизлияние в мозг, удар в правый висок, ушиб затылка, возможно, от падения. Жертва была в доме с пьяницей, у которого 2 обвинения в нападении. Так что, видимо, суицид? И сигналка, ты в курсе? Она была включена с вечера накануне обнаружения тела. До наступления смерти? Сложно сказать. Короче, мужик забил свою жену до смерти вазой. Все просто. Неизвестный номер. Алло. Я знаю, кто убил Монику Пинч. А кто это? Встретимся на горе, где ты живешь, Вальдо. Я сейчас в В Лос-Анджелесе. твоем дерьмовом трейлере, сейчас же. Не-не, это круассан? Дай-ка мне один. Не-не, проверь там. Ничего? Есть что? Ха, открой это дерьмо. Это Kindle? Ну и как, нравится? Как раз выбираю между ним и Нуком. Нук подешевле. У Kindle лучше контент. Контент, ясно. А техподдержка? Ищи дальше. Нормально. Из 10 сколько дашь? 8. 8. Дерьмо. Я Дон Кью. Слышал обо мне? Этот парень Нини. С ним шутки плохи. Был лучшим полутяжем среди инуитов. Нини, антисептик. Инуитов? Да. Типа эскимосов? Нет. Нет, понимаешь? Нини, он из Канады. Эскимосы на Аляске, а в Канаде их называют инуиты. Для них эскимос — это оскорбление. Можно поаккуратней с курицей? Да. Так лучше, да? Ух ты! Неплохой удар. Да. Естественно, мы приехали сюда не за этим. Где она? Где что? Штука, которую Ларина тебе оставила. Где она, Вальдо? А? Кажется, вы не скажете мне, кто убил Монику Пинч. Ты правда детектив? А где все твои вещи? Я минималист. Типа художников, рисующих белым по белому? Это скорее стиль жизни. У меня всего 100 вещей. 100 вещей?
Теперь 99. Кажись, ты псих, Вальдо. Ведь одна из этих вещей моя. У тебя сутки, чтобы вернуть мою штуку. Что за штука? Звони Нине, как будешь готов. 818 на нук. А иначе? Закончишь, как лавина. Где она? Не-не, идем. Эй, ты, говнюк! Молодец. Не думаю, что я похож на говнюка. Если кто и похож на говнюка, то это он. В смысле, как вообще выглядит говнюк? Ты хоть раз видел говнюка? Я не видел. Я иду в полицию. Бессмыслица какая-то. И снова 100. Да, вали. Чарли Вальдо. Вот что мне нужно. Первое. Список всех, кто охранял место убийства. Второе. Список всех сотрудников спецслужб, кто контактировал с жертвой и подозреваемым. Не говорить с ним и ничего не давать. Он крыса. Нечего смотреть. Шоу окончено. Всем работать. Те, кто выехал по вызову. Я начну с вас. Ну? Никому с ним не говорить. Его здесь нет. Ясно? Игнорируйте. Поняли? Все ясно? Делайте, что я вам сказал. Ты. Офицер Анус? Анис. Тяжко было в школе? Не отвечай ему, Анис. Вы с напарником были первыми в доме Пинчи? Анис. Знаешь, кто такая Фонтелла Дэвис? Не слушай. Она может по телеку каждый день тебя упоминать. Шоу окончено! Когда вы прибыли в дом, дверь была заперта? Уверен? Там матовое стекло. Вы не могли видеть, как он открывает замок. Он отключал сигнализацию. Что я сказал? Верно, но реальный убийца мог, уходя, включить сигналку, если дверь не была Он просто заперта. болтает, пытается запутать тебя. А орудие убийства? Глиняная ваза? Это ты собирал ее осколки? Не вздумай отвечать ему, ясно? Да, он собрал все осколки, я лично за этим наблюдал. Глиняная ваза? Глиняная ваза. Вот только глиняная ваза не орудие убийства. Если Алистер Пинч убийца. Она весит 13 кило, и ей врезали в правый висок жертвы. Для этого нужно быть очень сильным левшой, а не правшой алкоголиком. Почти убедительно. Пинч наливает правой рукой. Офицер Анис, на минутку. Видишь статуэтку? Это премия Риджес за актерскую игру. Видел ее в доме? Она пропала. Это орудие убийства. Так, все, Вальдо, 1,5 иди килограмма, домой. а вазу жертва уронила, когда падала, Анис. Нет, не смотри на него. Они тебя выставят виноватым. Ладно, Поверь, я хватит, знаю. Вальдо. Даю 10 секунд, чтобы убраться. 10 секунд? Да. Супер, мне хватит. 9. Анис, ты не 8, хочешь посадить невиновного, 7. поверь мне. Все, Можешь сразу спускать штаны, потому что тебя трахнут. 4, Тебя 3, трахнут, 2, Анис. 1. Это звучало так, как будто он возился что жертвой, тебе когда сказал? но он был еще пьян, так что я не Ну-ка, уверен, закрой что свой это рот, был. Анис. Никому не говорить с этим говном. Он не коп, он не один из нас. Он крыса. Он заинтересованное лицо в этом расследовании. Для тех, кто не в курсе. Труп некой взрослой женщины, опознанной как Ларина Насименто. Вот, в Порше своего мужа. Про мужа она тебе не сказала, да? Машину нашли на обочине неподалеку от Мэджик Маунтин. Сгорела полностью, внутри тела. То, что она тебе дала, посадила бы Дона Кью так надолго, что вы оба успели бы умереть от старости. Просто отдай ее мне.
Я предупреждал! Какого хрена? Пошел ты! Пошел ты! Пошел ты! Убили! Они ее убили! Я оставил свой байк на этой подставке, и он был пристегнут. Ты следил за мной весь день! Кто ты, твою мать? Я адвокат. Адвокат! Специализируюсь на травматичности, и если не отпустите меня, я засужу вас. Прошу. Прекрасно. Прекрасно. Детектив? Да, я детектив. А ты что за хрен? Только что вы нарушили закон. Представились частным детективом, при том, что у вас нет лицензии. Буду с вами откровенен. Один мой клиент не может понять, почему вы решили связаться с убийцей Алистером Пинчем. Красивые часы. Кто клиент? Я... Слушай, козлина, я тебе не позволю спугнуть меня с этого Нет, дела, мистер ясно? Вальдо, я... Давай договоримся. Я вам нисколечко Просто не скажи угрожал. мне, И не кто твой собираюсь, я клиент? прошу И прощения. я просто Вы- его нахрен Нет, замочу. сэр, знаете, я и мой клиент надеемся, что это приятная, да, и неожиданная встреча. Это последний раз, когда мы друг друга увидим. Так что с этой мыслью... Извините. Сэр, пожалуйста. Я заберу свою вещь. Знаете, вообще-то, если подумать, моего велосипеда здесь нет. Удачи. Да, спасибо за телефон, чертов стервятник. Уоррен Гомес. Эсквайр. Уоррен Гомес. Последний звонок был Дариусу Джамшиди. Дариус Джамшиди. Дариус Джамшиди. Попытка недружественного поглощения Black Bear Studios. Ну и где же мы живем, Дариус Джамшиди? Благотворительный прием в особняке на Голливудском холме. Джамшиди, ты не заставишь меня отказаться от этого дела, козел. Достали, блин.
Ты от меня прятался. Ну что, кто мне поможет? Поможете? Я вижу своим зорким глазом Дариуса Джамшиди. Нет? Ты похож на Дариуса. Ну все, довольно? Да! Да! Серьезно? Тихо. Я ни при чем. Он набросился, а я просто... Довольно, приятель. Хорош, Хватит. двое на одного. Бросьте. Но это же не по-честному. Стой! Тихо. Спокойно. Скажи ему снять наручники с пояса и застегнуть на запястье. Давай. Скажи ему. Давай, Нейт. Вниз. Вот так. Тихо. Замри. У меня есть идея. Только не паникуйте, ладно? Просто идите со мной. Отлично. Ну хорошо. А теперь мы немного прогуляемся. И ты представишь меня мистеру Джамшиди. Ладно? Давай, топай ножками. Он? Нет? Он? Ладно. Может быть, он, а? Я Дариус Джамшиди. Настоящая полиция уже скоро подъедет, но до тех пор с радостью с вами пообщаюсь. Смотрю, вы пытаетесь купить себе телесеть. А? Все закончится тем, что вы просто уйдете отсюда. Вы натравили на меня Гомеса. И тех пацанов тоже вы отправили банду рэперов. А вопрос в том, почему вы против, чтобы я вел дело Пинча? Я не знаю, кто вы. Моя супруга. Но вы только что испортили мой прием и стоили мне очень важных пожертвований в десятки тысяч долларов. Освободите этих двух человек и отцепите ухо одного из них от задницы другого. Конечно. Мой муж проводит вас к теннисным кортам. Там эти люди и ваш намордник. Спасибо. Кретин. Она такая милая. Приятно было поболтать. Стена за соседним домом выходит на Малхолланд. Будьте так любезны и не устраивайте больше драм на приемах. Скажите, кто такой Уоррен Гомес? Гомес мертв. О чем вы говорите? Я общался с полицейскими. Кто-то застрелил его прямо перед вашим приездом. А это не вы были случайно? Расскажите, чем он для вас занимался. У Уоррена Гомеса есть, то есть был, талант проводить особые расследования, чтобы я мог делать то, что я делаю. Что же это? Деньги. Он помогал нарыть грязь, чтобы вы купили сеть? Почему вы хотите, чтобы я не лез к Пинчу? Полагаю, за вами. Вальда,
Вальдо. Алистер! Розарио! Алистер! Где Алистер? Текст. Я возьму самоотвод, если нужно. Блин, конечно, я возьму самоотвод, если нужно. Должно быть, меня отвлек ее парфюм. Все становится очень странным, и мне нужна ваша помощь. Дариус Джамшиди. Это имя о чем-то говорит? Нет. Но Роберт Блейк звонил мне вчера. Звал поиграть в карты, как всегда, по четвергам. Вы понимаете, что все уверены, что убили вы? Я сомневаюсь только потому, что кто-то мне мешает. И я — это единственное, что стоит между вами и пожизненным сроком. Так что если я прошу помочь, ну не знаю, может, мать вашу, стоит помочь? Согласен. Чем могу быть полезен? Есть что-то, о чем вы мне не сказали. Например, что? Например, что вы приглашали кого-то в ту ночь. Нет. Уверены? Абсолютно. Вы могли пригласить кого-то и не помнить на следующий день? Знаете, я женился, завел ребенка, взял ипотеку и не помнил об этом уже на следующий день. Когда вы передвигали мебель? Я же сказал, Моника постоянно что-то меняла. Ночной столик в моей комнате не к месту. Я думаю, что он из вашей комнаты, а в вашей тот, что был в гостиной. Возможно, с ночи убийства. Если только вы не двигали позже. Да я ничего не двигал с тех пор, отвалите. Как вы поступите, детектив? Когда выясните, что это я убил свою жену? Будете отстаивать клиента или правду, как непогрешимый старина Чарли Вальдо? Да. Лучше отстаивайте правду, Вальдо. Если я убил мать моей дочурки, я приму то, что мне уготовит судьба. О, вот и моя любовь. Я выучила все слова для пьесы. Не терпится увидеть тебя в роли Румпельштильцхена. Сегодня варю я, на завтра пеку. В конце Дитя Принца я уберу. Надо потренировать слух. Ты просто маньячка. Вы не пили, можете везти? Полагаю, да. А что? Поезжайте домой. В чем дело? Ни в чем. Никому не открывайте. Эй! Говнюк! Скажи про Ларину! Пошел ты! Скажи, где моя штука? Я понятия не имею, о чем ты! Мне нужна штука. Да кто вы такие? Попридержи коня.
Мне кажется, ты кривишь душой. Она сказала, что отдала тебе. Это последние слова, так что я ей верю. Знаешь, она была еще жива, когда я облил ее бензин. Твою мать, блядь, ты убил ее! Снуть тебя! Выруби, ублюдка! Вальдо. Вальдо, у тебя сотрясение. Сосредоточиться можешь? Да. Медсестра уже ушла, поэтому с тобой я. Так сейчас... Нет, прости, сбила тебя с толку. Сейчас 4:30 дня. У тебя сотрясение мозга. Не спеши, вставай медленно. Я отвезу тебя к Алистеру. Ну и пробки. Спасибо, что подводишь. У меня есть идея получше. Ты веришь мне? Почему я должен тебе верить? Потому что не пожалеешь. Мой транспорт здесь. Хорошего дня. И тебе. Удачи в том, что ты там делаешь. Мне пора. Я позвоню. Не сомневаюсь. Мистер Лев, вы нашли мое приглашение? Что теперь делать? Ты о чем? Ваша грива исчезла. Рассказать секрет? Да. Ее украла одна принцесса. Тогда я ее верну вам, ладно? Правда? Угу. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Мистеру Вальдо. Мистер Лев, пожалуйста, пожалуйста, приходите на мое выступление. Мамонтская возможность. Загляни в свой хобот. Да! Твою мать, да! Да, твою мать! Да! Да! Ясно. Это флешка. Введите пароль.
Пароль. Дон Кью, Нини, Инуит. Имел я тебя. Не-не, это твой старый друг Вальдо. Что, язык проглотил? Скажи боссу, что он может забрать свою штуку завтра. Угол Уилшир и Каталины в 2 часа. Чисть зубы утро на ночь их чисть. И не забывай, твою мать, про зубную нить. Щедро я чищу их пастой зубной. Не доживешь до старости, коль свяжешься со мной. Юноша, можно попросить вас использовать наушники? Уж таковы правила. Чисть зубы! Извини, что ты сейчас слушал? Это Свэгдог. Свэгдог? Да. Ясно, спасибо. Интервью со Свэгдогом. Важная тема, об этом трещат везде. Ты первый хип-хоп-артист, который пишет свое имя как ДОГГ. Г. Почему так? Ну, типа третье Г для моего кореша, Господа. Господи, детка, непорочное зачатие сейчас. Сними ту бабскую сумочку со своей шеи. Это ботега? Это бабская... Свэгдог и щенок. Чисть зубы. Утром! На ночь их. И не забудь про зубную ты. Вот кто такой щенок. Слушай, парень. Наушники. Правила. Простите. Да. Неизвестный номер. Алло? Вальдо, Мило, что позвонила. Куда ты пропала? не могу сказать. Слушай, один парень хочет добраться до тебя, если еще не успел. О, уже успел. С ним шутки плохи, не зли его. Все думают, что он тебя убил. Не сможет, пока не найдет меня. Здрасте, я пишу для Эсквайра о новом лице хип-хопа. Врежь ему. Эй. Сэр, все в порядке? Порядок. Порядок. Дай мой телефон. Говнюк. Босс, Назад может, мне, я разберусь. Довольно смело проявлять ко мне такое неуважение. Особенно в свете последних минут Ларины. Как же она вопила, когда я зажигал спичку. Она плакала, сопли лились из ее носа. Я говорил с ней. Да. Так что хватит чесать языком и расскажи, почему Ларина вообще с тобой связалась. И если тебе не нужна флешка, могу отдать ее полиции. Иди-ка, купи себе мороженое. Да, купи себе мороженое. Клубничное. Рубашка супер. Брось, расслабься. Так напряжен. Все в порядке? Проблемы дома? Ты можешь поговорить со мной, ясно? О чем угодно. Ларина работала на меня. Не то, что думаешь, наблюдение для моей сестры следила за моим ленивым Шурином. Ларина пришла в автосервис, в котором мой офис, увидела там в компе флешку, прикарманила ее и вышла, как ни в чем не бывало. Потом звонит и говорит, что это залог за то, что я ей типа должен. Ладно, слушай, я все улажу. Ты открыт для предложений? Валяй. Я дам тебе флешку. Ты позволишь Ларине вернуться. Остальное спишем на мелкие убытки. Все просто. Все так просто. Как же я сам не додумался до этого? Ты что, совсем спятил, а? Мне нужно поддерживать репутацию, ты это понимаешь? Я не могу... А ну живо, лицом к стене! Ублюдок! Боже правый! Если ищешь флешку Кью, не повезло, я ее не принес. Что ты сейчас сказал? Извини. Разрешение есть? Нет. Вы оба арестованы за убийство Ларины Насименто. Может, расскажешь ему последние новости? Ларина жива. Я говорил с ней. Что? Да. Да. Блин! А кто же был в машине? Вы оба хреново работаете. Капи не собирался нас оформлять. Он снова хотел прижать меня, правда, Капи? Я единственный не даю на лапу этому ублюдочному хренососу, чтоб он сдох. Козявка, ты получше следи за языком, когда рядом с тобой нет этого вонючего эскимоса. Что?
Откуда ты? Он инуит, сраный филистер. Идем. Даю тебе еще сутки, Вальдо. Ладно. Ну все, давай-ка, поднимайся, Капи. О. Здрасте. У вас есть журнал с именами учеников и их родителей по каждому классу? Класс Джейн Уайт. Спасибо. Алистер и Моника Пинч, ученик Гэбби. Свэг Дог. Джамшиди. Алистер, что вы знаете про Дариуса Джамшиди и Свэг Дога? Какие-то мультяшные герои? Оба не хотели, чтобы я вел ваше дело. Сегодня я был в саду, проверил журнал. Родители одногруппников Гэбби. Думаю, Моника могла не поделить что-то с кем-то из них, и ей могли желать смерти. Вопрос в том, какого хрена происходит в этом садике. Да кто знает, крестики, нолики, рисование пальцем, не знаю. Эй, принцесса! Что? Я вам жизнь спасаю! Хватит жалеть себя! Жалеть себя? Слушайте, ваша потрясающая дочь уже потеряла мать. Хотите, чтобы и отца? Со мной так не говорят. А знаешь почему? Из-за ваших денег. Нет, потому что знают, что получит. Подними руки, давай, твой черед. Сейчас получишь взбучку. Драться не буду. Давай. Я не буду драться. Алистер, вы чего? Гаденыш. Алистер! Стой смирно, твою... Я не буду драться, вы двое старше меня. Иди сюда. Ладно, слушайте, я пацифист и Получишь отказываюсь с вами трёпку. драться. Алистер? Неплохо, сэр. Ну что, сдаешься? Я сдаюсь. Давай с тобой выпьем. Помоги встать. О, сбрил заросли, красавчик. У тебя были друзья, Вальдо? Не такие, как вы. На, держи. Ты прав, конечно. Я и правда нажрался. Больше обычного. Будем. Знаешь, что ты должен был сделать, когда умер тот парень? Нужно было устроить эпический двухнедельный алкомарафон. Все бы из тебя вытравил. За жалость к себе. Мощное замечание из уст мастера. А ведь мы с тобой две стороны одной монеты. Кстати, ты вернулся в мир живых, и ты уже не такой, каким был неделю назад. Вы видите разницу? Разница просто огромная. Ты так охренительно смело против меня выступил. В тебе этого не было, когда ты приковылял на съемке с этой бороденкой, клочьями и потухшим взглядом. Ты вернулся к жизни, приятель, как очень многие из нас. Удивительными плотскими чарами. Джейн ведь оставит ребенка. Постоянно думаю о ней, но считал неправильным звонить, учитывая обстоятельства. Я вел себя как скотина. И особенно, когда узнал. Но ведь я был женат. Что мне было делать? А после истории с моей милой Моникой я устал, Вальдо. Боязнь того, что ты не так хорош, как все думают, свойственна мужчинам. Но страх, что в глубине души ты можешь быть монстром, это особенная разновидность ада. Нам нравится ваше творчество. Леди и джентльмены, мы скоро начинаем. Пожалуйста, займите свои места. Как-нибудь справлюсь. Видишь, я же говорил. Привет. Привет. Нужно было сказать мне про Алистера. О чем говорить? Он отец моей ученицы. Нет, это не Алистер, это я. Я нашел это в его доме. В ночь убийства он переписывался с кем-то, приглашая к себе. С кем-то, кто пообещал приехать. Идем.
Поговорим. Со Свэгдогом ты тоже крутила? Да. И с богатым психом Джамшиди? Из-за тебя меня били всю неделю и угрожали убить. И дело было не в Монике Пинч, просто кучка богачей не хотела, чтобы выплыли их интрижки. А чего ты хочешь? Я люблю острые ощущения, работаю в долбанном садике. И самое острое – это переспать с тем, кто расследует смерть, в которой ты замешана. Не совсем так. Я что-то чувствовала. Начни сначала. И без вранья. Я надеялась, что он ее бросит. Но он оказался козлом и все твердил, как она мечтает, чтобы он вернулся с ней в Англию. Словно ему было плевать на то, что я ему сказала. А после этого полное игнорирование. Но я продолжала писать ему. Так глупо. И тут вдруг он мне ответил, что Моники нет, я должна приехать, и мы поговорим о нас. Я не успела нажать на дверной звонок, как Моника открыла дверь и сказала, чтобы я вошла. У нее был его телефон, и это она мне написала. Она сказала, что Алистер отрубился в кабинете, и она хотела меня увидеть. Узнав, что я учительница ее дочери, она завелась. Говорила о том, какой Лос-Анджелес злой город, и какой ошибкой было сюда приезжать. Я боялась, что она побьет меня, так что я просто выбежала и уехала. А затем с утра я узнала, что Моника мертва. Я пыталась поговорить с Алистером, но он был еще большим козлом, избегал общения. Даже когда привозил Гэби в сад. Так что, когда на него посыпались обвинения, я решила, пусть сыпется. Ты беременна? От Алистера? Джейн, мы начинаем? Да. Я сейчас. Продолжим позже. После спектакля я вся твоя. Возьму ожерелье, кольцо возьму я, в конце заберу, я дитя короля. Сегодня варю я, а завтра пеку. В конце дитя принца я заберу. Мой тайный секретик не знает никто. И что Румпельштильцхен имя мое. Так что имя мое я не узнать никогда. Уа-ха-ха-ха! Джейн? Для Вальдо. Та девчонка из закона Луизианы. Да, позвони ее агенту. Она беременна, что ли? Или, может, не знаю, она несчастлива? Просто это странно. Она изменилась. Или жрет много. Ее явно кормят чем-то странным, потому что я никогда не видел такой формы. Она вся как желе. И я такой, не выйдет, я не хочу на это смотреть.
Ладно, вот и скажи. Хорошо, пока. Мистер Вальдо! Мистер Сикорский, простите, что помешал, но есть некий прогресс. О, серьезно? Фантастика. Это что? Он подписан всеми квотербеками, выигравшими 2 суперкубка. Можно? Пожалуйста, прошу вас. И позвольте заметить, приятно видеть столь милое личико там, где раньше был дикий зверь. Думали, я не могу быть еще красивее? У меня сейчас читка, но... Нахрен. Я уж лучше послушаю вас. У меня хорошие новости. Я знаю, кто убил Монику. Потрясающе. В смысле... Есть девушка по имени Джейн Уайт. Была учительницей дочери Пинча. Но я не понимаю, за что ей убивать Монику Пинч? У них с Алистером интрижка. А вы не удивлены? Брак Пинчей был непростым. Да? Вы хорошо их знали? Ха, еще как. Мы вместе отдыхали в том году. Я просто очень обрадовался, что это не Алистер. Не сомневаюсь. Я знал, кого нанимать. Фантелла твердила, не бери его, от него воняет. Но я такой, нет, мне нужен он. Кто лучше всех разбирается в людях? Ту девчонку задержали, все в порядке? Джейн? Да. Нет, она уехала. Ничего, найдем. Она всего лишь училка, а не Аль Капоне. Двойная победа для Вальдо и Сикорски. Вы нашли убийцу, я сохранил компанию. В смысле, это трагедия. Но, знаете, все проходит. Спасибо, отличная работа и... Вы знали Джейн Уайт? Я знаю о ней. А что, Алистер ее обрюхатил? Эй! Мне просто интересно, как много людей могло об этом знать? Много людей нет, это для узкого круга лиц. Ясно, но вы в этом круге. Да я основал этот круг. Он знает, что я делаю, а я знаю, что он делает, если понимаете. И как же Моника отреагировала, узнав, что Джейн беременна? Была раздавлена. И еще активней убеждала мужа бросить шоу и вернуться в Англию? Не скажу, потому что не знала ее так хорошо, как его. Да. Но вы знали про награды. Его актерские награды, они называются Риджес, кстати говоря. Как же вы тогда сказали? Куча наград под кроватью. Под кроватью, на чердаке. Я имел в виду спрятанные. Ясно. Но они и правда под кроватью. И? Просто сам Алистер не помнит, где они. Ему плевать. Безумно рад с вами поболтать, но время уже поджимает. Простите, не задерживаю. Спасибо. Моника Пинч. Что еще? Моника Пинч. Она не знала, что Джейн Уайт беременна до ночи, когда погибла. Но раз вы об этом узнали, значит, вы были там? Простите, я буду вынужден вас перебить, мистер Вальдо. Вы сказали, что убийца Джейн Уайт. Нет, я сказал, что знаю, кто убийца. Уоррен Гомес. Это имя вам знакомо? Нет. Юрист, у нас была странная встреча. Он следил за мной пару дней, я потерял терпение и столкнулся с ним однажды. Мы повздорили, а через пару часов его убили. И? Я собираю все воедино. Дело в том, почему я и вспомнил. У него были часы, как у вас. Богатый? И я решил так же. Я навел справки. Все сделаны индивидуально. Нет 2 одинаковых. И ведь те, что были у Уоррена, выглядели прямо как ваши. Совпадение. Я снимаю свои только когда я в душе или сплю. Вы спрашивали Фантеллу, который час. Что? Когда? В суде, на слушании по залогу. Я боюсь, вы ошибаетесь. Но я... плевать. Садитесь. Я хочу услышать все, что вы думаете. Хорошо? Прямо все? Да, прошу. Дважды нахрен читку? Давайте. Давайте. Да, сэр. Точно? Держитесь. Что ж, я думаю, вы знали, что у Моники Пинч под кроватью, потому что проводили время с Моникой, пока Алистер был с Джейн. Мистер Вальдо, великолепно. Я думаю, что в ту ночь, когда она узнала, что Джейн беременна, пока Алистер был в отключке, Моника позвонила вам, чтобы сказать, что признается Алистеру в вашем романе, заставит его уйти из шоу и вернуться в Англию. Но как потерять Пинча, когда угрожает поглощением Джамшиди? Я думаю, что вы поехали туда. Вы хотели образумить Монику, но она не слушала. Произошла ссора, градус накалился, вы схватили статуэтку и ударили.
Вы не хотели, это был всплеск эмоций. Но она ударилась головой при падении и не двигалась. Вы в панике? Вытираете все, к чему, как вы помнили, прикасались, но статуэтка стоит на столике. И на нем пятна крови. И я думаю, предполагаю, возможно, вы испугались, что часть крови ваша. Вы могли пораниться в драке. И что же вы делаете? Вы переставляете мебель, ставите сигналку, а Риджес куда-то выбрасываете. И бедный Алистер на утро попадает в ловушку. Понравилось? Я просто восхищен. Ну, а адвокат, что с ним? Шантажировал вас. Даже развел вас на часы, которые вы не устояли и вернули себе, когда убили его. А? Да, это очень талантливо. Я бы купил этот сюжет. Однако в нем есть одна зияющая дыра. Зачем мне саботировать самый большой актив компании? Это самое простое. Вы сами сказали, что скандал сделал шоу вдвое дороже. Вы знали, что его отпустят. Это LA, здесь звездам все сходит с рук. А тем временем больше шумихи, больше денежный дождь. И что вы делаете? Нанимаете юриста, известного скандальностью, и детектива с такой же репутацией, хотя юрист убеждала вас не нанимать меня. И правда, я хреновый вариант. Я не был детективом, полиция меня ненавидит, я почти одичал в своем лесу. Но именно поэтому вы меня и выбрали. Все это делало меня последним, кто мог догадаться, что вы убили Монику Пинч. А, и Уоррена Гомеса. Неплохой был пазл. Неплохой пазл. У меня лишь один вопрос. Почему вы были столь уверены, что пришли и выдали обвинительную речь? Скажу честно. Я был уверен на 98%. А что же с теми двумя? Надо было узнать, левша ли вы. Но я совершил ошибку. Не дождался, когда приедет полиция. Вы вызвали их сюда? Если я правильно все рассчитал, они уже внизу. Вот только у меня нет часов. После вас. Ты видел этот видос с котиком? Да, можете улыбаться. Голову не ударьте. О, да, очень клево. Мне нравится. Давайте, веселее, ребята. Дэйв показал. А Пит не смог приехать? Он вам славу все равно не отдаст. Я в Северный Голливуд, передайте это Питу. До встречи в суде! Народ! Отвали от велика! Чувак, мы не копы, мы массовка. Захлопни варежку!
правосудие и убедись, что никакие предрассудки не помешают вынесению справедливого приговора. 99 дней стать делайте. И правосудие свое. Молчной. Однажды на 100-й день великий судья. Твой крупный план? Стой, стой! Это тоже сойдет с рук? Свет все время падает на площадку. Последний прогон! Признаю подсудимого виновным. Чё за хрень? Все разваливается. Вальда? Привет, Кью. Кажется, он все. Да. Спасибо, но что ты тут делаешь? Я следил за тобой с последней нашей встречи. Еле высидел эту румпельштетсен хрень. Правда? Да. А как попал сюда? Экскурсия по студии. Да. Охрана у них здесь никакая. Я мог быть преследующим звезд психом. Ты ведь не против, что я взял твой ствол? Меня здесь не было. Да, я разберусь. Отпад. Ты в курсе, почему я спас твой зад? Есть мыслишки. Если тебя убьют, я не получу свою флешку, начнется хаос, сложно будет держать себя в руках. Ты знаешь, скажу честно, Кью, не слишком умно хранить записи о таком бизнесе на флешке. Так вот что Капи думает. Записи о бизнесе? Он идиот. Почему? А что же на ней? Моя поэма. Она офигенно длинная. Это единственная копия. Ты серьезно написал поэму? Да, написал. О жизни дилера, который пытается сохранить свою независимость и целостность в эпоху крупных картелей. Почему именно поэма? Ты понимаешь, я самоучка. Никаких возможностей. Вынужден был пробиваться, но... Моя дочурка, Далси, я сделаю все, чтобы дать ей образование. Чтобы ей не пришлось быть ни копом, ни дилером. Я хочу подарить поэму ей, чтобы она видела, какой я на самом деле. Мне нужна моя флешка. А мне, чтобы Ларина вернулась, так что... Знаешь что? Устрой мою дочурку в эту навороченную частную школу, куда ходит дочь актеришки. Пусть он поможет Далси, отдай мою флешку, и Ларина может вернуться. Сможешь это организовать? Ты знаешь, думаю, да. Ну что ж, Вальдо, даю тебе еще сутки. Кстати сказать, обожаю скамью подсудимых. Знаете, мой дедушка однажды сказал: одно дело писать как поэт, и совсем другое дело писать как историк. Пароль Далси. Поэт может использовать метафоры и говорить о событиях не так, как они происходили, а как должны были бы происходить. Я все решил с Доном Кью. Ты вернешься в Л.А.? А историк должен писать не о том, что должно было быть, Чёртова Ларина. а о том, что было. Не добавляя и не вырезая из правды ничего. Советник, вы находитесь в опасной близости от того, чтобы вывести меня из себя. Есть понятие оскорбления суда. Войдите. Ого, вот и мой спаситель. Иди сюда. Охренительная работа, дружище, нет слов. Входи, садись. Садись. Буду расточать тебе похвалы. Прости за банальность, но я не знаю, как тебя благодарить.
Простите за банальность, но у меня есть одна идея. Валяй. Те ваши слова насчет двухнедельного алкомарафона. Это прекрасная идея. К сожалению, с этого дня не пью ничего крепче воды. Трезвый, как судья. Да, отлично. Смерть рядом в каждый миг, но хоть не буду ее торопить. Я облажался по полной, Валя. Моники нет. Джейн сбежала с ребенком, которого я не увижу. С другой стороны, у меня есть моя милая Гэби. И ради нее я готов на любые жертвы. На это нужно больше смелости, чем напиваться. Ух, мне ли не знать. За смелость. Будем. Мы готовы, мистер Пинч? Да, уже бегу. И ты об этом никому, они думают, что я алкаш и позволяют мне отметелить какого-нибудь сопляка. Получила сообщение. Спасибо, что уладил все с Кью. Хотя ты говорила только о Пинче. Кью шел бонусом. Надеюсь, не усложнила жизнь? О, вовсе нет. Завел парочку друзей. Что ж, если готов, мы могли бы снова вместе поработать. Вряд ли мое лицо выдержит еще пару твоих бонусов. Не будь принцессой, ты знаешь, что тебе все понравилось. Хорошо выглядишь. И ты тоже выглядишь неплохо. Для покойницы. Как ты это провернула? Коронер в Сан-Берду был мне должен. Мне отдали бездомную, и я кремировала ее в машине моего бывшего мужа. Бывшего мужа? Почти бывшего. Хочешь знать, волнует ли меня то, что ты вышла замуж? Мне это не интересно. Это ты прятался от меня. Никаких претензий. А я и не предъявляю. Что случилось с твоей бородой? Кто она? Ты умерла. Пошел ты! Даже тело не остыло. Я очень горевал. Ой, знаешь что? Забудь. И все? Пришла-ушла, не попрощавшись? Ты избегал меня 3 года. Я приперлась на твою тупую гору, ты как сухарь. Потом приезжаешь. Неделя в городе, и ты уже... Знаешь, все, Вальда, не знаю, о чем я думала. Чёртова Ларина. Блин, твою ж мать! Чёртова... Тебя подбросить? На этом? Сколько ж такая жрет? Это Си-300 стоит 55 штук, и мне она нравится. Что сделать, чтобы ты сел и заткнулся? Дать повести? Господи, Вальда. Конец. Фильм снят в Голливуде, США.